Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня будем делать вот такие вот шишки для украшения дома или на елку, куда вы захотите. Для начала я взяла такую ткань, вот тянущуюся. Можно трикотаж. У меня вот это вот, ну типа спандекса, я не знаю, как назвать эту ткань. Вырезала вот в виде яйца. Ну, даже не обязательно прям ровное, чтобы прям как яйцо было. Один кусочек. И точно так же вырезаю вторую такую же половинку яйца. И прострочу вот так вот, оставляя отверстие для выворачивания. Просто по контуру. Я даже не стала заморачиваться и лапку для трикотажа устанавливать. Просто обычной лапкой. Вот вывернула. И набиваю все это вот обрезками синтепона. Вот прям плотненько-плотненько набиваю, так, чтобы у меня получилось что-то типа яйца. Вот так вот плотненько набили, прям плотненько. И зашиваем наше отверстие. Я прямо вручную стараюсь, чтобы шов был внутри. Вот у нас получилось вот такое вот типа яйца. А потом с помощью клеевого пистолета порезанное шитье на полосочке, вот, но как у меня тут закругления идут, я по этим закруглениям и резала на кусочки, сегменты. Я выбрала так, чтобы у меня, допустим, один ряд был только розовые краешки, второй ряд только беленькие краешки. Здесь я ничего снизу не подкладываю, никакой ткани, потому что все белое, и кончик у этого яйца тоже белый. Если нет клеевого пистолета, то можно пришивать, вот пару стежочков достаточно. Ближе к концу своего, к тупому концу своего яйца я укоротила вот это шитье, сделала покороче полосочки. И точно так же их нарезала и приклеиваю. Когда я доделала уже почти до конца шишку, я беру вот такую маленькую ленточку, узелок завязала, и с помощью иголки цыганки я ее вот из этой же ткани тянущейся, я сделала кружок и ленту эту вот сюда продеваю. На втором кончике тоже делаю узелок, чтобы она у меня не выскакивала. А теперь вот этот же свой кружок сюда приклеиваю. Вот, но это еще не все. Также не очень красиво выглядит. Поэтому я беру кусочек кружева и тоже его приклеиваю сюда. Скрываю теперь этот некрасивый край. Половина клея, конечно, после кружева на пальцах осталась. И беру иголочку с ниточкой. И вот эти вот собираю. Можно это сделать такой же ленточкой, кстати сказать. Вот так вот стягиваю все. И получается вот симпатично. Делаю закрепочку с узелочком. Готова первая шишка. Для того, чтобы сделать шишку из фетра, я вот отрезала 2 полосочки фетра. И я их буду, наверное, сразу обе вместе разрезать. Ну, в зависимости от размера вашей шишки делаете надрезы на равном расстоянии друг от друга. У меня где-то в районе сантиметра, может быть, чуть побольше. Сантиметр, 2 миллиметра. После того, как порезали, обрезаем уголки у каждой детали. Ну, стараемся, конечно, одинаково, хотя в природе может оказаться, что не все чешуйки одинаковые. И точно так же обрезаем, поворачиваем другой стороной, обрезаем точно так же с другой стороны. Потом берем маленькие ножнички и доводим уже до полукруглой формы нашей чешуйки. Дальше я беру свою будущую шишку. Здесь я вот этот кончик закрываю подходящей тканью. Я вот выбрала вот такую вот серебристую, красивую. Просто приклеиваю ее. Можно также кусочек фетра приклеить. Я, в принципе, сначала хотела фетр приклеить, вырезала даже вот кружочек. Но фетр толстенький сам по себе. А вот тоненькую ткань удобнее, конечно, прилепить. Прилепили. И теперь начинаем приклеивать вот эти свои чешуйки от шишек. Знаете, я вырезала еще отдельные чешуйки, вот такие вот. Я думаю, что в самом начале лучше приклеить по отдельности. Они будут лучше лежать, более натурально. Я их немножко одну на другую, видите,
накладываю. Кстати, пишите в комментариях, какая шишка вам понравилась больше. В принципе, можно всю шишку так вот из отдельных чешуек слепить. Вот у нас теперь носик вот так выглядит. Теперь можно уже и вот эти вот наклеивать. Когда доходим до следующего ряда, немножечко смещаем ниже. И пошли дальше. У меня вырезанные полоски из фетра закончились, но я слишком много сделала полосок. Не полосок, а вот таких отдельных чешуек. Поэтому я буду приклеивать просто отдельные чешуйки теперь. Мне тут, в принципе, немного осталось, поэтому уже отдельными чешуйками я все прилеплю. Чтобы закончить шишку, я вот так вот квадратик фетра складываю. Вот как мы снежинки вырезаем, точно так же я вырезаю вот такую вот фигуру. И так же, как и в первой шишке, но только я взяла металлизированную нитку, я делаю верхушечку для шишки. И я ее сюда приклею. До Нового года еще 1,5 месяца, но вот как же приятно делать это все, предвкушать праздники будущие. Вот моя шишка. Можно украсить лепесточки какими-нибудь бисеринками, чтобы она блестела, но она вот такая вот натуральная получается. Чтобы сделать следующую шишку, я нарезала вот таких вот квадратиков ткани размером примерно 6 на 6 сантиметров. Но если честно, я не отмеряла, я просто делала на глазок. И что я с ними делаю? Я их вот так вот складываю пополам, заглаживаю, делаю треугольник. И с этой стороны делаю опять пополам и заглаживаю. И вот таких треугольников я делаю разных цветов. Вот у меня 3 разных ткани. Я из них делаю вот эти треугольнички, заглаживаю. Я сделала, надеюсь, достаточное количество треугольничков. И вот я опять приклеиваю на кончик своей будущей шишки такой вот кружочек, чтобы закрыть кончик, чтобы у нас белый цвет не проглядывал. И потом начинаю поочередно приклеивать свои вот эти уголочки. Их можно пришивать, девочки, я 2-й раз уже говорю. Если нет клеевого пистолета, я сначала вот эту часть склеиваю, чтобы она у меня держалась вместе, а потом уже приклеиваю сам уголок. Я, наверное, склею сначала все вот эти части, чтобы потом на это не отвлекаться и только приклеивать уголочки. Все треугольнички свои я склеила, и я решила сделать еще и верхушку. Точно так же, как и в нижнем вырезала кружочек. Сделала петельку из металлизированной ниточки, в этот раз золотую взяла. Приклею верхушку. И теперь я могу уже приклеивать свои уголочки. Я их буду вот немножечко вот с таким нахлестом. Первый ряд вот у меня 5 получилось. Следующий ряд делаю, чтобы у меня вот эти зубчики и чешуйки немножечко перекрывали друг друга. Знаете, я еще вот таких вот уголков сделала. Ну, для разнообразия пусть будут хотя бы по одной штучке в ряду. У меня получается часть моего треугольника на предыдущем треугольнике, а часть вот на яйце. Надо же, я вот не рассчитывала, у меня только один треугольничек этот остался. А дальше я вот так вот приклеиваю по краешку тоже кружево, чтобы закрыть свои шовчики все. И так же, как и в прошлый раз, ниточкой собираю, делаю сборочку такую. Так вот стягиваю. И у меня получается красивая верхушка у моей шишки. Осталось только завязать узелочек. В результате у меня получилось вот таких вот 3 прикольных шишки. Они все разные, каждая по-своему хороша. Здесь вот на этой я прям вот нитками вот такими вот прям вышила на некоторых лепесточках, такие как снежинки, звездочки. Можно и вот эту часть тоже так обшить листючкой этой. Или чем угодно, можно стразами украсить, пайетками, как вы захотите.
но я решила вот так вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.